Всем привет! Программа для монтирования видео с самым высоким рейтингом, которая не подходит ни для новичков-видеоблогеров, но для профессионалов. Расскажу обо всех минусах и покажу процесс редактирования видео. Я редко сталкиваюсь с откровенно плохим софтом. Но сейчас я хочу вам рассказать про самую худшую программу для работы с видео. Начну с того, что Movavi Video Suite – это программа с высоченными оценками в любом рейтинге по подобным программам. И так как раньше я не работала с видео, то решила работать именно в этой программе. С чего вдруг я вообще начала работать с видео? Мне просто понравилось снимать распаковки, SKINCAER видосы, мейки и прочее. А когда ты снимаешь видео, тебе всегда приходится что-то корректировать. Теперь, когда вы прочитали никому не нужную предысторию, я хочу поговорить непосредственно о программе. Интерфейс, надо сказать, что интерфейс программы не такой плохой. Если бы не одно гигантское «но». Вот это рекламное окно появляется каждый раз при запуске программы. Еще минусы: программа тяжелая при маленьком весе. Несмотря на то, что сама программа весит немного, она очень сильно нагружает систему. И я бы могла понять, если бы у меня был какой-нибудь Samsung или Asus. Но нет. У меня мощный ноутбук, который тащит и тяжелые игры, и программы Autodesk. А программка для редактирования видео ест оперативки больше, чем какая-нибудь Happy на максималках или 3ds Max, у которой только инсталлятор -10 ГБ. Это очень сильно садит батарею. Плюс система подтормаживает, хотя на более тяжелых программах такого нет, и не должно быть. К тому же, как я уже замечала выше, назойливая реклама, которая никак не отключается и игнорирует галочку «Больше не показывать». Да и само назначение программы непонятно, она не подойдет для начинающих пользователей, потому что перегружена ненужными функциями, но она не подойдет и для продвинутых пользователей, потому что ей нечего им предложить. Есть ли плюсы? К сожалению, нет. Ничего нового эта программа не предлагает, только дизайн интерфейса образца 2015 года и стандартное редактирование файлов не всех форматов. Абсолютно все, что есть в этой программе, также есть в любом из ее аналогов, которые не грузят систему и запускают вентиляторы уже на этапе воспроизведения видео в формате AVI.